Раз. У меня звук идет. Слайды звук. А то давайте на флешке приносите. Ну, в трансляцию там бывает. Ну да, у меня звук с пульта идет. Какой звук? Что за звук? Там оператор еще сидит. Можно с ним фиксировать. Какой звук туда идет? Какой звук идет? Нет, у меня... О. Но сам я не стараюсь.
Все будет звучать. Дорогие студенты Большого ведического практикума, дорогие гости, дорогие участники трансляции, я с огромным удовольствием, радостью хочу представить вам этого замечательного человека. Его зовут Дханурдхара Свами. Это ученик Шрилы Прабхупады, монах, саньяси, духовный учитель, человек, идеолог и вдохновитель совершенно замечательного бхакти-центра, который находится в Нью-Йорке. Если кто-то из вас собирается в Нью-Йорк, обязательно зайдите в это замечательное место. Это образовательный проект, и мы во многом, когда делали Большой ведический практикум, мы во многом ориентировались на опыт и наставления Дханурдхары Махараджи и бхакти-центра, который он создал. И мы попросили его поделиться со всеми нами своей мудростью. Вы знаете, что мы стараемся знакомить вас с удивительными людьми. У нас была встреча с Саччинанандой Махараджем. Кто был на встрече с Саччинанандой с вами? Ага. Отлично. И, соответственно, я думаю, там тоже поднимали руки участники нашей трансляции. И мы попросили раскрыть тему, поговорить немного о Бхакти Махараджи. Он согласился. И потом он согласился также ответить на какие-то вопросы, которые у вас могут возникнуть. Вот, пожалуйста, давайте мы... Да, и еще один важный момент. После лекции я хотел также вам предложить, нам передали какое-то количество дисков, не дисков, а флешек с записями еще одного удивительного совершенно духовного учителя, Ниранджаны Свами. Он записал альбом с киртанами со своими. Вот можно будет ко мне подойти и приобрести флешки, они совершенно потрясающие. Я еще скажу об этом в конце, но просто чтобы вы знали. Итак, давайте поприветствуем Дханурдхара Свами. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Taksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I'm going to begin Итак, я начну, by asking you a question. задав вам вопрос. Could his be turned down a little bit? It's a little too, yeah. Yeah. Раз. It's a little too Yeah. loud. But I'm going to ask you to guess something. Я попрошу вас отгадать кое-что. I know one or two, three, four people here. Я знаю здесь несколько людей, может, 1, 2, 3. If you know the answer, Если вы знаете ответ, then you shouldn't answer. то не стоит отвечать. Okay. So here's the question. Итак, вопрос. I've been in this tradition for over 40 years. Я более чем 40 лет уже в этой традиции.
what was my occupation before I became a monk? You can guess. Попробуйте отгадать, чем же я занимался до того, как стал монахом. Someone want to guess? Кто-то хочет попробовать? Бизнес? What? Бизнес? A businessman. Yeah. That's better than what they said in New York. Это лучше, чем обычно отвечали в Нью-Йорке. Someone said a waiter. Waiter is like washing stuff. Right? No, no. No. In the rest. Кто-то в Нью-Йорке говорил, что я официантом был. Anybody else like to guess? Кто-то еще хочет? What? What's that? Бармен? A farmer? Barman, you know. A barber? Barner, who is making the drinks in A the bar. bartender. Oh. Okay. Interesting. Интересно. Так. Anybody else like to guess? Кто-то еще хочет? What? Taxi driver, yeah. A taxi driver. Is anybody more kind? Может, есть кто-то более добрый? Huh? What's that? Financial. Yeah. Работник финансов. Okay, one more guess, and then I'll tell you. Хорошо, еще одна попытка, я вам отвечу. Тренер. Спортсмен имеется в виду, да, или что? Sport trainer. What? Sport trainer, you know, in sports. Yes. Да? Right. Правильно? Who said that? Who Кто said sports сказал? Кто trainer? это сказал про тренера? Someone said? I was a European style football coach in America. Я был тренером. Because it's American football. Да. This is not the European. I was a coach. Тренером команды по футболу. Не американскому футболу, хотя это было в Америке. Now, what does this have to do with my lecture? И какое это отношение имеет к моей лекции? Because what a coach is good at? Чем хорош тренер? Making strategy. Он разрабатывает стратегию. So I have to make a strategy. И мне приходилось создавать стратегию. Because I have a very big topic. Поскольку у меня была очень большая тема. And I have only maybe 1 hour. И всего лишь 1 час. So this is my strategy. Итак, сейчас у меня вот моя стратегия, так? Yeah. The lecture is on the essence of what is bhakti. И так лекция о сути, что такое бхакти, о сути бхакти. So I'm going to explain how bhakti is yoga. Я объясню, в чем бхакти является йогой. Then I'm going to explain how bhakti is universal religion. Также я объясню затем, почему бхакти это вселенская религия. And then I'm going to explain my own story, how I came to bhakti. И после чего я расскажу свою собственную историю, как я к этому пришел. Okay, so first, bhakti as yoga. Итак, во-первых, бхакти как йога. But first, Но сначала, to explain that, чтобы объяснить, I have to give you a test. сначала мне нужно провести тест. It's called the happiness test. Тест счастья. Okay? First question. Первый вопрос. To be perfect in happiness, Чтобы быть совершенно счастливым, you have to answer yes to all 3 questions. нужно ответить «да» на все 3 вопроса. I don't think anyone has ever done that. Я не думаю, что кто-либо когда отвечал положительно на все. And why a happiness test? И почему тест по счастью? Тест счастья. Because all philosophy, Поскольку все философии, all religion, все религии, all psychology, все психологи, all yoga, все йоги, it all has the same goal. у всех одна цель. How to increase your happiness Как увеличить счастье and how to reduce your distress. и уменьшить беспокойство. That's what all education is ultimately about. В конце концов, об этом все обучение. That's why you're here. Вот почему вы здесь.
That's why you're getting education. Вот почему вы получаете образование. You're thinking, if I do this, it will help me to become more happy. Вы думаете, если я совершу это, то это даст мне больше счастья, я стану более счастливым. Okay, first question. Итак, первый вопрос. Have you found what you are looking for? Нашли ли вы то, что искали? Okay, someone may have said yes. Ну, кто-то, возможно, ответил да. Окей. Someone maybe has won the lottery. What, sorry? Lottery, you give some money and they don't have Lottery, lottery. yes, I know, Okay. but how it corresponds to, I didn't get logic. Don't worry about the logic, Okay, just translate. Sorry. Yeah, sorry. Someone here, Да. Yes. because they may be happy. I got you. Так кто-то, может быть, выиграл в лотерею просто. If you won the Поэтому- lottery, Если выиграли лотерею, $500 million, $5 миллионов долларов, would you be happy? будете счастливы? Yes, you would. Да. No, yes. Да, да. You wouldn't be happy? Вы не будете счастливы? Well, someone may have won the lottery. Так вот кто-то из вас, может быть, выиграл лотерею. You may have found your soulmate last week. Может быть, вы встретили вашу You know what a душу soulmate на is? прошлой неделе. And you may have said yes. И тоже, может быть, ответили да по этому. You might have gotten your dream job, Может быть, получили работу мечты. so you say yes. И так вы говорите да. So, okay, we'll go further. Но мы пойдем дальше. Now, the second question Второй вопрос. is what you're looking, is what you have found, is it eternal? То, что вы нашли, является ли оно вечным? Because if it's not eternal, Потому что если оно не вечно, whatever happiness you have, то счастье, которое вы сейчас имеете, it will be mixed with duality. оно будет связано с двойственностью. There'll be two things. Будет две вещи There'll be происходить. happiness and distress. Счастье и беспокойство или страдания. You'll enjoy it, Вы будете либо наслаждаться, but you'll also have fear либо будете в то же время бояться, because you will lose it. поскольку вы потеряете. I'm going to tell you my first spiritual realization. Поделюсь своим первым духовным опытом, осознанием. It's not like I'm a child. It was when I was 5. Ну, мне было 5. I'm not like a child prodigy, they call, like something big, but you don't understand. Okay. I don't want to speculate. Anyway, when I was 5 years old, Так вот, когда мне было 5, I remember it like I was yesterday. я помню это, как будто было вчера. I was thinking, what will happen when I get older? Я думал, что же произойдет, когда я стану старше. And I thought, okay, when I'm 12, I'll be like my older brother. Я думал, ну вот, мне будет 12, я стану как мой старший брат. And when I'm 20, I can be like my cousin. И когда мне 20, я буду как мой And when I'm this, другой I... родственник. Да. And then where did I go? Так и что, куда же я приду? Death. I became afraid. Его я стану трупом, я умру. So if the thing you have chosen И то, что вы выбрали, is not eternal, не вечно. it will not give you happiness, Оно не даст вам счастья. no matter how good it Как is. бы оно ни было прекрасно. But you may have said, Но, возможно, вы сказали, I have found Jesus, я нашел Иисуса, so I am happy. я счастлив. I found what I'm looking Я for. нашел то, что искал. It's an eternal thing. Это вечная штука. I have found yoga. Я нашел йогу, I am happy. я счастлив. It's an eternal thing. Это тоже вечное. I have found bhakti. Я нашел бхакти, It's an eternal это thing. тоже вечное. So still we can go further to see if you're really happy. И так далее мы можем продолжать, чтобы понять, насколько мы по-настоящему счастливы. So now here's the question. Итак, вопрос. Are you always with the thing you are looking for? Всегда ли вы находитесь рядом с тем, что вы искали? It may be bhakti, it may be Jesus, Это может быть бхакти, это может быть Иисус. but if you're not living always with it,
Но если вы все время не находитесь внутри этого, you're рядом с still этим, not perfectly happy. вы, тем не менее, не совершенно счастливы. Now, why have I brought this up? Почему я упомянул это? Зачем я Because начал what говорить? is the purpose of yoga? В чем предназначение йоги? The purpose of yoga Предназначение йоги, is to live always within the soul. чтобы жить все время внутри души. That's the purpose of yoga. Это назначение йоги. It's an eternal goal, Это вечная цель. and the purpose of yoga is to enable you to live always within it. И цель йоги в том, чтобы позволить вам все время жить в ней. So this is how yoga works. Вот как работает йога. You see, we understand Мы понимаем, that all problems что все проблемы are not actual. It's not all. Well, let me see if I can say this. All our problems are not what is actually there. все наши проблемы, они не являются тем, чем они являются на самом деле. All our problems are how we are seeing things. А все наши проблемы в том, как мы воспринимаем, как мы видим вещи. So if you actually see what's there, Поэтому, если вы на самом деле увидите реальность, there will be no problems. не будет никаких проблем. Because our true self Поскольку наше истинное «Я» is eternal, вечно, it's full of knowledge, полно знания and it's full of и happiness. полно счастья. So to become happy, Чтобы стать you счастливым, just have to be able to see clearly. нужно всего лишь обладать ясным видением. And that's the purpose of yoga. И это и есть цель и назначение йоги. I'll give one example Я приведу один пример of this concept. этой концепции. On Sunday, I will go to India. В воскресенье уже я поеду в Индию. Mostly I lived in India for the last over 40 years. Большую часть 40 лет последних я жил в Индии, And I live in a holy place. в святых местах. So when I go from the airport, И так как я отправлюсь из аэропорта, my driver takes me directly to the river. мой водитель повезет меня напрямик к реке. Because when you come to a holy place, Потому что когда вы приезжаете в святое место, you bathe in the holy river. вы в первую очередь принимаете омовение в святой реке. And they have these stone steps that go into the river. И у них там сооружены специальные каменные ступени, которые опускаются, погружаются в воду. They're called ghats. Называется гат. So they may extend for a half a mile. Могут продолжаться на протяжении полумили. So the car drove up to the ghat, Итак, водитель подъезжает к этому гату. and I put on my bathing suit, Я переодеваюсь в свой купальный костюм, and I took off my снимаю glasses, очки. and I was about to walk into the water, И вот я уже подхожу к воде, and then I stopped. и вот я останавливаюсь. There was a black snake on the steps. На моем пути оказалась черная змея, And black snakes are especially poisonous. и они особенно ядовиты. So, whoa. О. And I walk further down, Итак, я спускаюсь ниже, and I went to bathe, принимаю омовение, купаюсь, and then I came out, и выхожу, and I walked, иду, and the snake was still there. и змея по-прежнему там. And I looked closely, И я присмотрелся, I squinted my eyes, зажмурился, and it wasn't moving. и она не двигалась. And I looked closely. И я еще лучше присмотрелся. Oh, it was just a broken black tire. И оказалось, что это просто сломанная, изношенная покрышка. Oh. So what was my problem? Так в чем была моя проблема? Was my problem what was there, Проблема была в том, что же там было? or what I was seeing? Или что я наблюдал? So this is what yoga tells us. Вот о чем говорит йога. If we can actually see properly, Если мы сможем хорошо видеть, all our problems are finished. все наши проблемы закончены. And what is the greatest problem? А в чем же самая большая проблема? Death. Смерть. That's the greatest problem. Самая большая проблема. Because what happens at death?
Потому что происходит при смерти? You lose everything. Вы все теряете. Now, if some of you walked out of this place Если кто-то из вас, выйдя из этого места, and you went like this, на твоих ногах, собственно, I lost my cell phone. выйдет и поймет, что я потерял телефон. You'd be in so much anxiety. У вас будет столько беспокойств. Just your cell phone. Просто телефон. But at death you lose everything. Но когда наступит смерть, вы It's потеряете the все. biggest problem. Самая большая проблема. But death Но смерть is the illusion of non-existence. – это иллюзия несуществования. We're eternal. Мы вечны. We don't die. Мы не умираем. But we are in the illusion that we die. Но мы находимся в иллюзии того, что мы умираем. So this is how yoga works. И так работает йога. And I'll demonstrate it with my hands. И я сейчас продемонстрирую собственной рукой. The mind is like a lens. Ум подобен линзе. When it is clean Когда она чиста and it's not distorted, и не беспокоит, не искажена, да, никак. we can see things Мы properly. можем чисто видеть вещи. And there's no problem. И никаких проблем. Because when we see things properly, Потому что когда мы правильно воспринимаем, we will see God, мы увидим Бога, we will see ourselves, увидим себя, and we're eternal, поймем, что мы вечны, we are blissful, мы полны наслаждения and we are full of и knowledge. полны знания. This is the philosophy of yoga. Это философия йоги. But what is the problem? Но в чем проблема? Our mind, our lens Наша линза ума, is distorted она все время в беспокойстве by so many selfish desires, из-за огромного количества эгоистических желаний, fears, страхов, anxieties, беспокойств, unlimited desires. бесконечных желаний. And this is the lens we're seeing through. И это линза, через которую мы видим мир. So what yoga Так says, что говорит йога? if you can clean the mind Если вы можете очистить ум and bring it to, in Sanskrit it's called sattva. и перевести это в состояние, которое называется на санскрите саттва. Sat means reality, Сат значит реальность. reality-ness, the state of reality. Состояние реальности. And for a lens, Итак, по поводу линзы. the lens is in its true nature В своем естественном состоянии, when it's clean когда она чиста and not distorted. и ничто ее не тревожит. So how does yoga accomplish this? Как йога к этому приводит нас? Yoga accomplishes this by meditation. С помощью медитации. And meditation is a very simple strategy. И медитация – это очень простая стратегия. This is the mind, Это ум, so many thoughts, столько мыслей, you choose one. выбирайте одну. And you focus and concentrate on И it. концентрируйтесь на ней. And when you concentrate on that one thought, И когда вы концентрируетесь на этой единой мысли, all the other thoughts все прочие become quieted, мысли притихают, and the mind morphs or moves to a higher level и ум поднимается на следующий высокий уровень. of perception and contentment, Contentment. satisfaction. Восприятие и удовлетворение. So this is yoga. Это йога. You can meditate on anything. Вы можете медитировать на что угодно. You can meditate on your breath. Можно медитировать на дыхание, You can meditate on a candle. на свечку And you perfect yoga. и совершенствоваться в йоге. The mind is like a movie. Ум подобен кино. And a movie has different frames. И в кино существуют разные кадры, When the same thing is in each frame, но когда в каждом кадре одно и то же, if it's candle, если это свечка, candle, свечка, candle, свечка, candle, свечка, then you perfect yoga. вы достигли совершенства в йоге. That's yoga. Это йога. But in yoga, Но в йоге, and I've studied the text of yoga very deeply. я очень глубоко изучал тексты, посвященные йоге. I should have brought my
yoga sutras. Я должен уже написать свои йога-сутры. You see 100 notes on every page. Сотни надписей и заметок на сотни страниц, на And this каждой is what странице. bhakti И is. это то, что есть бхакти. What yoga recommends, Что рекомендует йога? you can meditate on anything, Можно медитировать на что угодно, but really if you read the text deeply, но если действительно глубоко изучить, читать They- эти тексты, they recommend that you meditate on mantra. они рекомендуют медитацию на мантрах. And why mantra? Почему мантра? What mantra means, Что значит мантра? and this is universal, И это вселенский закон, вселенский принцип. mantra means Мантра значит God in sound. Бог в звуке. That's what mantra means. Вот что значит мантра. I'm going to explain two Sanskrit terms. Я сейчас объясню два санскритских термина. One is called vacha, Один называется вача, the object. объект. So this is water. Это вода. So the vacha is water, Итак, вача — это вода. and the vachaka И вачика is the name of it or the expression of it. — это обозначение этого или объяснение этого. They're different. Они различны. This is the object, Это объект. but if I say water, 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 Но если я water, скажу вода, 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 it will not quench my thirst. она не утолит мою жажду. I cannot wash anything. Я ничего не смогу помыть, I постирать, cannot bathe. не смогу умыться. But it says in mantra, Но говорится, что в мантре the vacha, вача the object, — объект, which is God, который является Бог, and the vachaka, и вачика, which is the expression of the object, который является объяснением объекта, are the same. они идентичны. And this is not just in Sanskrit, И это не только в санскрите, it's in any religion, в любой религии. whether it's the Hare Krishna mantra Хари Кришна or мантра the Jesus prayer. или Иисусова молитва. Nam nam akari bahuda nijasar. God has many names, У Бога множество имен, many mantras, множество мантр. nijasarva shaktis, and they have all potency. И они все обладают полным могуществом. So this is bhakti yoga. И это бхакти-йога. When you meditate on the divine, Когда вы медитируете на божественном, especially in mantra, особенно в мантре, it's considered the topmost yoga. считается наивысшей йогой. And the reason it's considered the topmost И yoga, почему это считается наивысшей йогой? bhakti, Бхакти, devotion yoga, преданность, йога преданности. is because there's two ways you can concentrate. Поскольку существует всего два способа концентрации. By your intelligence or your will, С помощью разума или воли I should do this. я должен сконцентрироваться, должен это сделать. It is good for me to meditate. Для меня это благоприятно. Another is when you have an emotional connection to the object. И другой вариант, когда у вас эмоциональная связь есть с этим объектом. And bhakti И бхакти is devotion. — это преданность. If the mantra is God, И мантра, если мантра — это Бог, we have relationship with the mantra у нас есть отношения с мантрой, of love. отношения любви. And to be connected to an object in love И чтобы быть связанным с объектом любви or attachment или привязанным к нему, is higher than being attracted to an object out of understanding. это гораздо выше, чем быть привязанным к этому объекту с помощью лишь одного понимания. So this is bhakti, Это бхакти. that your meditation Что медитация is on the divine на божественное out of some relationship. Из-за определенных отношений. I'll give you an example. Дам один пример. It's приведу. very natural. Очень естественный. When you visit me in India, Когда вы приедете ко мне в гости в Индию, in Vrindavan, в where I live, Вриндаване, где я живу, I will take you to these beautiful gardens я отведу вас в прекрасные сады, where the people who do the flowers are. где живут садовники. And they will cook for us. И они нам еще еду приготовят. And it's the best thing you've ever eaten. И это будет самое прекрасное, что вы когда-либо Just пробовали. these simple breads. Очень простые блюда. So I was there with a group, Итак, я там был с одной группой, and all of a sudden, the man of the house,
И внезапно владелец дома, We were outside. хозяин, мы были снаружи, His young grandson came, его внук прибежал молодой and he ran away. и убежал куда-то. And I saw what happened. И я подумал, что же произошло? So I followed, И я последовал за ним. and I never saw this И я никогда этого не видел, because I didn't grow up in the country. поскольку я не вырос за городом. I grew up in Brooklyn, Я вырос в Бруклине. so we never saw this. И я никогда этого не видел, такой картины не A наблюдал. calf was born, Родился теленок, and we saw the calf somehow get up on its и legs мы видели, как теленок пытается встать на ножки and search to take milk from the mother, и начинает искать, где же вымя, and the mother was just licking а мать его лизала повсюду. so much affection. Столько любви. The calf was meditating on the mother. Теленок медитировал на мать, The mother was meditating on the calf. мать на теленка. So this is the highest meditation Высшая форма медитации out of love. из любви. And the highest love Из высшей любви. is universal love. Но высшая любовь — это вселенская любовь. And universal love means to love everything. И вселенская любовь означает любить все. And that's called love of God. И это значит любить Бога. Twasmin parama prema rup. The highest form of love Высшая форма любви, is divine or universal love. она вселенская или универсальная. So when you meditate on mantra, Когда вы медитируете на мантру, just like the calf has a relationship with the cow, точно так же, как у теленка есть отношения с коровой, it wasn't intellectual. это не на уровне разума. The calf didn't think, Теленок не думал там чего-то. who is this? Кто это вообще? Should I love? Что это ли любить? Is this good for me? Это благоприятно для меня? And the cow didn't say, И корова не говорила тоже, не is думала. this my duty? Это что, моя обязанность? It was natural love. Это было естественной любовью. So what bhakti means Итак, бхакти значит, is that there is a principle of devotion in the universe. что во Вселенной есть принцип любви. And the divine, И божественное, rasa vai saha, it's a verse from the Upanishads. расава и саха, это The шлока, divine стих is из the Упанишад, highest universal love. что это божественное, что Бог — это высшая любовь. So in bhakti yoga, Итак, в бхакти-йоге your meditation медитация is based on your natural relationship with the divine, основана на ваших естественных отношениях с божественным, which is manifest in sound. которое проявляется в звуке. And there's another advantage of bhakti yoga. И есть еще одно преимущество бхакти. Actually, in the Bhagavad Gita, Бхагавад-гите, which is the main text of Indian philosophy, religion, and yoga, являющийся главным основным текстом индийской религии и философии и йоги, after it discusses all the various yogas, там обсуждаются все различные типы йоги. После того, как они обсудились, it concludes yoginam api sarvesham, of all yogis, приводится заключение, что из всех йогов yoginam api sarvesham madgatena taratmanam shradhavam bhajate yomam same yuktam, of all yogis, из всех йогов, one who worships the divine тот, кто поклоняется божественному Богу with faith с верой and devotion, и преданностью, is the highest yogi является высшим йогом, because they're most absorbed in the object of meditation. поскольку они наиболее поглощены объектом медитации. And there's another advantage. Есть еще одно преимущество. You can meditate on a candle Можно медитировать на свечку and steady the mind и успокоить ум, and focus on one thing, сосредоточиться на одном, and the other thoughts will be quieted, и остальные мысли and the притихнут, mind will move to a higher level и ум будет возвышаться на более высокие какие-то уровни of perception восприятия and contentment. и once again, Contentment и means привязанности. satisfaction. Affection. But that object Но объект cannot reciprocate with you. не сможет вам ответить.
You see, you can meditate on a candle, Смотрите, можно сколько угодно but медитировать на it's all свечку, based on your own power. но это все основано на вашем собственном But могуществе. because, and I'm just telling you what the philosophy of bhakti is. Я просто объясняю философию бхакти. You may like it or not like it, Вам может нравиться или нет, but I'm just telling you what the philosophy of но я просто bhakti is. объясняю, что это за философия такая. So the mantra Итак, мантра can reciprocate with you может ответить вам, because it's a person, может it's a взаимодействовать, being, поскольку это живое it's not существо, это just a личность, thing. это не просто вещь. And therefore in bhakti yoga, И вот почему бхакти-йога, yesham twantakatam papam jananam punyakar. No, that's not the verse. Tesham satatiyaktanam. Bhajan. No, wait. Tesham, yes. Tesham satatiyaktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tvam yena. For one who does this type of yoga, для того, кто практикует этот вид йоги, the divine says, I give you the knowledge. Господь говорит, reciprocate with я you. дам тебе это знание, я отвечу тебе. And therefore, bhakti is also called the yoga of mercy or grace, Поэтому бхакти по-другому называется йога милости, because it's not just dependent on your own power. поскольку она не зависит только от вашего собственного могущества. So, this is the basic practice of bhakti. И это основная практика бхакти, But the object of your meditation базовая, но объект медитации can be many things. может быть любым. It can be hearing the sacred texts. Может быть слушанием священных текстов, It can be serving the saintly people. служение святым людям, It can be doing just humble service for others. просто смиренное служение другим. There's many ways to meditate, Есть множество способов медитировать, not just yogic, не только йогическая but медитация. many practical ways in bhakti, Есть очень много практических способов which бхакти, is way beyond an hour explanation. которые далеко уходят за одночасовое объяснение. Now, in the meditation, Итак, в медитации the object that will absorb you the most, объект, который наиболее поглотит ваше внимание, this is in my tradition, это в моей традиции так, is sound. это звук. Like if you're sleeping, Например, если вы спите, someone very beautiful may walk by, кто-то очень прекрасный может проходить мимо, and it may be difficult, you won't get up, но вы не проснетесь. but if there's sound, Но если есть звук, it's very powerful он очень могущественен and very absorbing. и очень поглощающий. So mantra, Итак, мантра, when it's put in music, когда она наложена на звук, на музыку, even a more powerful meditation. становится еще более могущественной медитацией. And what is music? И что такое музыка? It's rag, Это рага, melody, мелодия, tal, тал, rhythm. ритм. So when you put the sacred chants Итак, когда вы священные мантры, молитвы in music, и музыку, what rag, melody, and tal, rhythm do, что делают рага, мелодия и тал, ритм? they're connected to very deep parts in your psyche Они связаны с очень глубокой частью вашей психологии, that enhance emotion. которая пробуждает эмоцию. So when you have bhakti or devotion, Когда у вас есть бхакти или преданность, and that's your connection и это ваша связь to the object of your с meditation, объектом медитации, and you put it in melody и and вы you put it in накладываете его rhythm, на мелодию и ритм, the meditation becomes even deeper. медитация становится еще более интенсивной. And when you do it with И others, когда вы делаете это вместе с другими, it becomes even deeper. еще глубже становится. But that's a long explanation Но why. это длинно, можно долго объяснять почему. But the principle is Но принцип тот. shared bliss Совместное блаженство, is higher than individual bliss оно выше, чем индивидуальное. because it helps you transcend the limited concept of ego or I. Поскольку оно помогает преодолеть лимитированную концепцию меня, эго моего.
even when I'm lecturing now, ограниченную. Даже когда я даю лекцию сейчас, my goal моя цель in communication в общении is to create one mind. создать один ум. So everyone, when I speak, Каждый раз, когда я говорю, is sharing the same message. каждый в этот момент слышит, получает одно и то же послание. And if you do that, Если вы так поступаете, besides the content, помимо самого содержания лекции, there's an uplifting experience. это есть определенно другой опыт, более высокий. Because you're rising above the limited concept of I. Поскольку вы поднимаетесь над ограниченной концепцией меня и себя. Okay, so that's basic what's bhakti as yoga. Концепция я. И это основа бхакти. Now let me explain Основа bhakti концепции. as universal religion. Итак, давайте теперь перейду к следующему и попробую объяснить бхакти как универсальный вселенский принцип. I don't like the word religion Я не люблю слово религия, because when I speak that word, поскольку когда я его произношу, people just see a building, люди видят здание, they see an institution, какую-то организацию, they see a church, церковь, and dependent on their experience, и в зависимости от их опыта, it may be good or bad. это может быть хорошо или плохо. So the word I like for religion Итак, слово, которое я люблю обозначать религию, is the word dharma. это дхарма. Now, this word dharma, Итак, это слово дхарма it means your duty, означает ваш долг. what you should be doing. Что вам нужно делать? But it has a deeper meaning. Но есть еще и более глубокий смысл. It means essence. Значит, суть. What is Что essence? такое суть? Essence means the quality which cannot be taken away from something. Это значит качество, которого нельзя отнять. What is the essence of water? В чем суть воды? What? It's wet. It connects. Liquidity. Yes. Wetness. Жидкость. Да. If I give you Влажность. something Если я вам дам что-то, and it's not wet, и оно не влажное, it's not water. это не вода. You may get lemonade. А может быть, это будет лимонад? You can take out the lemon, Вы можете вынуть лимон, it's still water. и это все еще вода. You can take out the sugar, Можно вынуть сахар, it's still water. это все равно вода. You take out the wetness, Убрать влажность, it's not water. уже не вода. What's the essence of sugar? В чем суть сахара? It's sweet. If it's not sweet, it's not sugar. Если это не сладкое что-то, значит это не сахар. Now here's the question. Итак, вопрос к вам. Because the root of dharma means essence. Поскольку корень дхармы это суть, What is your essence? в чем ваша суть? What is the quality in you that cannot be taken away? Какое качество, каким качеством обладаете вы, которое нельзя отнять? It's not that you're a man Это не то, что вы мужчина or a woman, или женщина. especially today. Особенно в наши A дни. woman can become a man, Женщина может стать and a man мужчиной, can become a woman. мужчина женщиной. It's not your nationality. Это не ваша национальность. That can be changed. Тоже можно поменять. You can be Russian in this Можно life, быть русским в этой жизни. and you can be African in your next И life. можно стать африканцем, например, в You следующей. can be American in this life. Американцем в этой. You can be Indian in your next life. Индийцем в следующей. So what is the quality that cannot be taken away? Так что это за качество, которое нельзя отнять? Невозможно. Servant? What? Someone said servant? Yes, to serve. Да, служить. You can't take away the desire to love or serve. Нельзя отнять желание служить или любить. My teacher gives an example of this. Мой учитель приводит пример этого. He says sometimes there's an old lady Ну, представьте себе пожилую женщину, and she doesn't have any children нет детей у нее, and she loses her husband. и она потеряла мужа. She'll always get a dog. Всегда заведет собаку.
You have to serve. Нужно служить кому-то. It's the quality which, that's your essence. Это качество, которое является вашей сутью. And why is it our essence? И вообще, зачем? Почему есть суть? Почему это Because наша we суть? are part of something greater than ourselves. Поскольку мы являемся частью чего-то большего, чем мы сами. Just like my body, Ну, вот, например, мое тело. there's a hand. Есть рука. The essence of a hand, Суть руки, because it is made of the body, поскольку она создана как часть тела it is made for the body. и создана для So тела, the essence of the hand is to serve the body. суть ее в том, чтобы служить телу. And when the hand serves the И body, когда она служит телу, it has meaning у нее есть предназначение, суть. and it has nourishment. И у нее, и она есть The dharma of a part у нее есть питание. Итак, Is to дхарма части is to serve what it is part of. служить тому, чем частью чего она является. We are part of something greater, Мы часть чего-то большего. and in the philosophy of bhakti, И в философии бхакти, universal religion, и универсальной вселенской религии, we are part of God, мы часть Бога. and therefore we are meant to serve everything. Поэтому мы предназначены для того, чтобы служить всему. My teacher, and therefore what religion И что is, такое религия, or последовательно? dharma, Или дharma? is not a particular faith. Это не просто какая-то конкретная вера. I am Hindu, I am Я Christian, индус, я христианин, I am bhakti, I am я this, I am that. бхакти, еще что-то. No. Нет. What religion is Что религия the является, nature of the soul это to природа души serve служить to its fullest capacity. для своих полных возможностей, предела. And that may be expressed И это может быть выражено in many different faiths. миллионом разных способов. Therefore, bhakti is not sectarian. Поэтому бхакти, оно не сектантское. When I see someone Когда я вижу кого-то, who is a pious Christian, например, благочестивого христианина, I don't look, this is a different religion. я не смотрю, не вижу, что это такая другая религия. It's the same. Это то же самое. If they love God Если они любят and Бога love others. и любят других. So this is what bhakti И вот means. что такое бхакти. Our nature is to serve. Наша природа служить. Somehow or other, it's been transformed into something else. Так или иначе, она была трансформирована во что-то иное. Now, instead of serving, И теперь, вместо того, чтобы служить, we're trying to control and enjoy. мы пытаемся управлять и наслаждаться. And we're unhappy И мы несчастны, because we're disconnected from our essence. поскольку мы оторваны от нашей сути. You can have all the money in the world Можно обладать всеми деньгами на свете and all the power in the и world всей властью в мире. and all the things in the world. И вообще всем в этом мире. You will not be happy И не будешь счастлив, if you're not loving God and others to the fullest extent. если вы не любите Бога и остальных окружающих полностью до предела. So this is what bhakti means. Вот что значит бхакти. Like water Вода is our например, essence, это суть, devotion is our essence, преданность это суть, and water Так. becomes ice. и вода становится льдом. You can't drink it, Нельзя пить, you can't wash with it, нельзя и постирать ничего, you can't помыть, bathe with it. нельзя омыться. It's been transformed. Она претерпела изменения. If you melt it, Если вы расплавите if ее, you put it in a particular condition, если поместить ее в определенные условия, the ice will again become water. лед снова станет водой. So what bhakti means Так что значит бхакти? is somehow or other Это значит так или иначе, we have developed an ego. у нас появилось эго. We think that I am the center Мы думаем, что я нахожусь в центре. and that happiness in life И счастье в жизни will happen in the future произойдет в будущем, when I have my desires когда мои желания будут удовлетворены, fulfilled by conforming the world to my desires. когда я изменю этот мир в соответствии со своими I want желаниями. money. Я хочу денег. I don't have enough now. Сейчас мне недостаточно. I will be happy in the future Но в будущем я буду счастлив, when I become rich. когда стану богат. This is called ego. Это называется эго. And bhakti means А бхакти значит,
that our что happiness наше счастье is not controlling the не world, контролируем, не в том, чтобы контролировать мир, but it's serving the но world. служить миру. It's not changing the world, Оно не изменяет мир, it's changing ourselves оно изменяет нас and developing that bhakti. и развивает эту самую бхакти. And the way we develop that devotion, И тот путь, каким мы развиваем эту the преданность, way we make our ice-like selfish nature путь, которым мы превращаем этот лед, нашу эгоистичную природу, into the liquid, devotional, loving nature, в мягкую, жидкую природу любви, преданности, is by the process of с bhakti, помощью процесса бхакти, which means to focus our consciousness on the divine который означает сфокусироваться, сконцентрировать свое сознание на Божественном, на Боге, in the form of mantra, в форме мантры, in the form of service, в форме humble служения, service, in the form of sacred spiritual text, в форме священных древних текстов and the practices of spirituality. и практики духовности. That's the process of Это bhakti. процесс бхакти. Bhakti is our nitya dharma. Бхакти — это наша вечная нитья дхарма. Loved of God is our eternal nature. Любовь к Богу — это наша вечная природа. We have other dharmas, У нас другие дхармы тоже есть, and they're important, и они важны, but they're temporary. но временные. I may have a dharma of a mother, У меня может быть дхарма матери, of a wife, жены, a husband, мужа, a manager, менеджера какого-то, a businessman, бизнесмена. and these things are also И все эти important, вещи тоже важны, but they're not the goal. но это не цель. Bhakti is not against enjoyment. Бхакти не против наслаждения вообще. It's just not the goal. Просто это не цель. Just like we live, we don't live to eat. Мы, например, живем не для того, чтобы есть. We eat to live. Мы едим, чтобы жить. We don't live to enjoy. Мы живем не для того, чтобы наслаждаться. We enjoy to live. Мы просто наслаждаемся жизнью. And what is living? Так что же такое жизнь? It's a heart full of devotion. Это наше сердце, полное преданности. One time I was walking in those gardens, Итак, я один раз гулял в этих садах. and they had terrible floods that year. И в тот год были ужасные наводнения. So it wiped out all the rose gardens. Все дорожки были сметены просто в этом саду. So I saw one farmer, Я видел одного фермера, gardener, садовника, спасибо. and he started to complain to me. И он начал жаловаться мне. You see, he said, here in India, Он сказал, здесь, в Индии, in the village, в деревне, we still have the у dowry нас system. по-прежнему есть... Dowry means when you want to get your daughter married, you have to give a lot of things and money to the other family. Когда вы хотите жениться на ком-то, точнее, когда вы... Да, в общем, приданное, да, у нас есть система приданного. So he says, I lost 200,000 rupees. Так вот он сказал, я потерял 2000 рупий, All my garden was wiped out. даже 200 тысяч, похоже. Весь мой вообще сад смело. And I have 4 daughters to marry. И 4 дочерей And he was complaining. на выдаче. И так он And жаловался. complaining. И жаловался. But the people in this place are special. Но люди в этом месте In особенные. our В tradition, нашей традиции they're considered to have natural love for God. у них есть вот эта естественная любовь к Богу. They're born with it Они с practically. ней, в общем-то, рождаются. Прямо. So I was looking at him, И я смотрел на него. and I say, you're complaining, Я же сказал, ну ты жалуешься, but your eyes are sparkling with happiness. но глаза твои горят счастьем. There's happiness coming from every pore of your body. Счастье исходит из каждой поры твоего тела. How can you be so happy? Как у тебя так получается? And he said something И он ответил что-то. that was such a beautiful phrase. Такая прекрасная фраза. He said, happiness is a heart full of devotion. Он сказал, что счастье — это сердце, полное преданности. So this is what bhakti is. Вот что такое бхакти. It's how to develop this heart. Это то, как развивать вот эту преданность. I'll ask you a question. Я спрошу вас опять. Think of a person that you admire the most. Подумайте о человеке, которым вы восхищаетесь больше всего. Now, what is the quality in that person Какими качествами обладает эта личность, that makes you admire them? которая заставляет вас восхищаться? Generally, people will say Обычно люди говорят, they're loving,
Они любящие, they're они kind, добры, they're devotional, они they're преданные, grateful, благодарны, they're compassionate. сострадательны. So we inherently know in our heart Мы естественным образом чувствуем внутри, that perfection has to do with the heart, что совершенство связано с сердцем. not with how much we know, Не с тем, как много мы знаем, not how many things we have, не с тем, сколько мы обладаем, but how full our heart is но with насколько devotion. полно наше сердце преданностью. And this is the path of И bhakti. это путь бхакти. And I give a course in bhakti in New York. И я давал курс по бхакти в Нью-Йорке, So it's 8 hours, 8-часовой. and you can describe all the things about И bhakti. за это время можно описать практически все о бхакти. Bhakti is yoga, Бхакти-йога, bhakti is drama, бхакти — это bhakti is дхарма, music, бхакти — это музыка, bhakti is ritual, ритуалы, bhakti is service. служение. So I think they'll give courses here И я думаю, дать такой курс здесь, where they'll describe this universal process of awakening the heart in devotion, который расскажет об этом универсальном принципе пробуждения бхакти в сердце. perhaps from this tradition, Возможно, в этой традиции, which can be applied universally. которая может быть применена повсеместно. Now, my hour is up, Итак, мой час пришел but к I will концу. just explain my story Но я расскажу свою историю in 5 minutes. за 5 минут. How I came. Как я пришел? First, I should say, Первое, что я должен сказать, I'm a monk. я монах. That means a celibate priest. То есть это целибат, But bhakti is not about renunciation. но бхакти — это не про отречение. You're not higher in bhakti Это не значит, что ты не становишься более возвышенным в бхакти by your с renunciation. помощью отречения. You're higher by your dedication. Ты становишься более возвышенным за счет целенаправленности, Someone may have a преданности. family, У кого-то есть семья, may have many children, множество детей, but they may be more dedicated than me. но они, может быть, даже более посвящают себя этому. But this is my nature to dedicate myself. Но это моя природа, мой выбор, то, как я проявляю это. So this is how you come to bhakti. Это то, как вы приходите к бхакти. My previous life. Так, в моей предыдущей жизни. And what is my previous life? Какая была у меня предыдущая? Что я делал? Millions and millions of lives. Миллионы жизней. Brahmanda Brahmate, Konya Bhagavan Jeev, Guru Krishna Pasadi Pai, Bhakti Lata Bij. It says we are wandering from universe to universe, Говорится, что мы путешествуем из вселенной во вселенную, species of life to species of life, сменяем множество видов жизни, until by the mercy of до Krishna, тех пор, пока по милости the Кришны, mercy of God, милости Бога, the mercy of Guru, Гуру, the mercy of saints, милости святых, we get the seed of devotion. мы получаем семя преданности. So in my previous life, И в моей предыдущей or жизни, many lives, или во многих этих since жизнях, time immemorial, с незапамятных времен, I had the wrong conception of life. у меня была неправильная концепция жизни. I thought that the highest thing Я думал, что высшее is what I want. — это то, чего я хочу. And I will be happy И я буду счастлив, when I get what I когда want. я обрету то, чего я хочу. And I went from lifetime to lifetime to И lifetime. так из жизни в жизнь, из жизни в But I жизнь. never was happy Но я не был никогда because счастлив, I was disconnected from the soul. поскольку я был отделен от души. It doesn't work. Не работает. If you put yourself in the center Если поставить себя в центр, and your goal of happiness и целью это счастье, is that I need to control the world, то, что я должен контролировать мир, to enjoy the world, наслаждаться им, that in the future I will be happy when тогда в будущем я буду счастлив, когда this desire is filled, when that desire is когда вот fulfilled, это желание удовлетворено, вот это желание удовлетворено, you'll be disconnected from the soul. вы будете отсоединены, разъединены с душой. Happiness does not come to the self. Счастье не приходит к нам, Happiness radiates from the self. оно излучается от нас на самом деле. Мы его излучаем. It's not исходит от нас. things.
Это не просто вещи It's какие-то, это consciousness. сознание. But I thought that happiness was things. Но я думал, что счастье в вещах. So what happened? Так что случилось? This was my soul, Это была моя душа, and I was covered by и ignorance. я был покрыт невежеством. Just like there's the sun, Подобно тому, как есть the солнце. sun radiates heat and light. Солнце излучает свет и тепло. But if I'm covered by a cloud, Но если я покрыт облаком, I don't experience the heat and light. я не ощущаю тепла и света. So in the same way, И таким же путем, таким же образом, God, Господь, the Supreme, Бог Высший, it emanates Он излучает pleasure and love. любовь и счастье, And to наслаждение. touch that И чтобы соприкоснуться с этим, is real happiness. вот это и есть So at a particular настоящее time, счастье. И в какой-то конкретный момент going from времени, universe to universe, пока я путешествовал Вселенной from Вселенная, species of life to по видам species жизни. of life, at a particular time, в какой-то момент I said, there must be something higher than what I want. я подумал, что должно быть что-то выше, чем я хочу. Rather than what I want what is right. Я хочу того, что правильно. Rather than the highest authority Не сколько как высший авторитет, being my desires, не то, что моя высшая цель — это мои желания, что они являются высшими. there must be something higher. Должно быть что-то выше. I want to find truth. Я хочу найти истину. See, even when you meet a person, Даже когда вы просто, смотрите, встречаете человека, do you like a person вам нравится он? when they only think of themselves? Когда они думают только о себе. Right? Or do you like a person when they have character Когда у них есть какой-то характер, and they follow principles и они следуют принципам. Может быть, так лучше? that are higher than themselves? Они работают над собой. So maybe in a past life, Возможно, где-то в прошлом I became frustrated я беспокоился. and I thought, I want to find something higher than myself. И я подумал, что я хочу найти что-то более высокое, что-то выше, чем я сам. And then, like a cloud И далее, подобно облаку, that opens up to the sun, которое встречается с солнцем, somehow a little space какой-то луч, какое-то пространство в этом облаке in that ignorance opened up открылся среди этого невежества, to want something higher than myself. который позволил мне захотеть чего-то большего. And that's called humility. И это означает смирение. Saint Augustine, Святой Августин he said there are three most important principles сказал, что есть 3 самых важных принципа in spiritual в духовном development. развитии. He said 1, Первое — humility. смирение. 2, 2 — humility. смирение. 3, 3 humility. — смирение. When God sees that Когда Господь видит это desire желание to rise above our selfishness, подняться над нашим эгоизмом, then he arranges Он все организует. sadhu sangha. Он организует саду-сангу. He arranges for us to meet Организует, чтобы вы people who are saintly встретили людей, которые святы, and who are above that selfishness которые поднялись над своим эгоизмом and who can touch our hearts. и которые могут прикоснуться с вашим сердцем, So somehow or other, так или иначе. with that frustration Но это беспокойство, in this расстройство life, в этой жизни, a little opening was there, оно чуть-чуть приоткрылось. and somehow I met И так или иначе я встретил a spiritual teacher духовного учителя, who gave me mantra, который дал мне мантру, who gave me the divine, который дал мне Бога, and I touched и я прикоснулся a drop к капельке of the transcendental pleasure трансцендентного блаженства, emanating from the body of God. исходящего от тела Бога. Then that became my faith. И вот тогда это стало моей верой. And what is faith? И что такое вера? Faith is your trust in what is sublime. Это когда вы доверяете тому, что выше. And that became Высшему. my goal. И это стало моей целью. And now I'm trying for that.
И я сейчас иду, постараюсь на пути к этому. I will stop now Сейчас я приостановлюсь, совсем остановлюсь. because when you speak, Поскольку пока ты говоришь, it's like giving someone a meal. это подобно тому, как кормить кого-то. If you give them too much, it Если can be indigestion. перекормить, дать им больше, чем они могут переварить, So I gave you enough to digest, то будет несварение. Поэтому я вам дал достаточно. and I'll have maybe 15, 20 minutes for questions. И у нас есть 15-20 минут для вопросов. Вы можете просто говорить вслух, и Саша может повторить вопрос, Okay. Are there any questions? Есть вопросы? Интересно просто, где, как, когда встретился с Шрилой Прабхупадой? Интересно, где, как и когда вы встретились со Шрилой Прабхупадой? So she's interested where, when, and how do you meet Srila Prabhupada? Okay, how did I meet my guru? Как я встретил своего гуру? Okay, I'll tell the story. Расскажу историю. So in 1970, В 1970 like many young Americans, подобно множеству американцев молодых, in my second year of college, в моем втором курсе в колледже, during the summer, во время лета, I decided to Go on pilgrimage Я решил отправиться в некое пилгримаж, господи, паломничество, спасибо. Летать to слова. California. В Калифорнию. It wasn't exactly for religious Но это не purposes. было предназначено для каких-то религиозных целей. So I went to California, Я отправился в Калифорнию. and I was in Yosemite National Park. И я был в национальном парке. It's a beautiful Очень waterfalls, красивые водопады. and then they flow in rivers. И далее реки. And there was a Broadway musical И там был мюзикл about the hippie era. о хиппи, об эре хиппи. And in the hippie era, И в это время, в эру хиппи, also with the Hare Krishnas. также с Хари Кришна, So in the musical, they sang the Hare Krishna mantra. в этом мюзикле они повторяли мантру Хари Кришна. So we were sitting on a beautiful bench, И мы сидели на классной кушетке, and the streams were going by, и потоки проплывали мимо нас, and we started to sing Hare и мы Krishna. начали петь Хари Кришна. Then after that, И после этого we stuck our thumbs out. мы попытались поймать машину, We were north of San Francisco, направились в Сан-Франциско. and I wanted to go to Los Angeles И я хотел отправиться в Лос-Анджелес, to visit my college roommate навестить своего соседа по колледжу, who left school. который ушел из школы. And somehow or other, while И there, так или иначе, находясь там, we got an invitation to come to a program. мы получили приглашение прийти на программу. This is a long Но story. это длинная история. But, okay, I'll tell a little bit of it. Немножечко, ладно, расскажу. So the next day we wanted to go to San И так Francisco. вот, на следующий день мы хотели отправиться в Сан-Франциско. So we went to this Sunday program, Отправились на эту воскресную программу. and the mantra touched our hearts. И мантра, она коснулась нашего сердца. These names of God, Эти имена Бога. Hare Krishna, it means, oh God, oh energy of God. Хари Кришна, что означает «О Please Бог, о engage энергия me in любви, your пожалуйста, займи service». меня в служении Тебе». So somehow we were innocent, И мы невинные and it touched our hearts. были, и это как-то коснулось наших We сердец. went to the temple. So we И мы отправились decided в храм. when we drive up Highway 1, И так мы по этому хайвею отправились куда-то. Highway? highway, Yes, okay. it's called Highway 1. Highway 1, It так он goes- назывался, улица. It goes on the coast of California. Вот эта Highway 1, она идет по берегу Калифорнии. And we went to шоссе. San И Francisco, мы отправились в Сан-Франциско. and we wanted to go to one Chinese restaurant. И захотели забежать в китайский ресторан. Now, when I tell you why, Итак, когда я вам скажу почему, you won't understand вам не понять. unless you're from New York. Но если только вы не из Нью-Йорка.
But the reason we wanted to go to this Chinese Но почему мы restaurant захотели пойти в этот китайский ресторан? is because the waiter Поскольку insults the patrons. официант, sorry, Insults the customers. waiter insults the customers? Yes. Insults? You know, I mean, he's like rude or what? rude, say bad things. Окей, окей. Поскольку официант в этом месте оскорбляет посетителей. I told you wouldn't understand. Я сказал, вы не поймете. So we went, and the waiter was so nasty to us. И мы пришли туда, и он был так зол с нами, так He was yelling at us кричал на нас, and saying so many things, столько вообще говорил всего, and we enjoyed. и нам понравилось, мы наслаждались. You won't understand И я this. сказал, вы не Okay? поймете, It's part of the culture there. это часть культуры просто. And when we got out, И так мы вышли оттуда, когда I saw the devotees were chanting. я видел преданных, которые повторяют. I did this in Los Поют. Angeles. Я делал это в Лос-Анджелесе I раньше, joined and I was singing. и мне понравилось петь, And then we needed a place to stay. и нам понадобилось далее место, где остановиться. So we called so many people. Стольких мы позвали, No one had any place for us to стольких stay. спросили, но ни у кого не было места. But one person Но said, один сказал, there's a football stadium, там есть футбольный стадион, and you can park in the parking lot и вы можете припарковаться там and sleep there и прям там поспать. and use my bathroom. И использовать мою ванную. So we drove into the stadium, Итак, мы въехали в стадион in the middle of the территорию. city, В центре города. and on one side of the stadium there was stores, И с одной стороны этого стадиона были всякие магазины, and the back of the stores faced the parking lot. а обратная сторона их была как раз выходила на парковку. So when we pulled in, Итак, мы зашли внутрь, припарковались, we saw in one of the windows и в одном из окон мы увидели the devotees. преданных опять. And I looked at my friend Я посмотрел на друга. and I said, everyone in the city is into this. Похоже, здесь все в этом вообще. Because I Все этим saw them in занимаются. front of the restaurant now. Видел их напротив ресторана. But that was the only place. Но это единственное место. So God arranged. И, похоже, это как бы провидение. And that's how we had the experience. Господь это все устроил, и так мы получили этот опыт. And my heart was touched И мое сердце было тронуто with an experience of love and happiness опытом любви и счастья, that was far greater который намного than превосходил anything sensually I ever experienced что угодно до того, что я испытывал or ранее. any ego gratification. Любое наслаждение эго, And that became my faith. и это стало моей верой. And not just the feeling, И не просто чувство, but there was a philosophy, но это была и философия, as I'm explaining to you как я now, сегодня вам объясняю. that was reasonable, Это было логично, explained the world, объясняло how to live in the мироздание, world, как в нем жить в in a этом way мире. that kept my heart open to that И таким experience. образом мое сердце открылось этому опыту. And I continued. И я продолжу. There's other parts, but that's basically. Ну вот, как бы Okay. дальше было продолжение, но суть в этом. Any other questions? Еще вопросы? Yes. Я очень благодарна вам за лекцию, огромное, что вы приехали. Спасибо вам огромное за лекцию, я очень благодарна, что вы приехали. I'm very grateful that you came. Thank you very much. И у меня такой вопрос, когда, я так понимаю, повторяешь мантру, нужно слушать звук. У меня такой вопрос, когда я повторяю мантру, нужно слушать звук. So the question is, as far as I understand, when I chant the mantra, I should hear the sound. When I chant the mantra, I should hear the sound, right? Да. В этот момент что? Я должна слиться с этим звуком? И в каком настроении я должна это делать? Потому что я даже сама себе не верю. В момент, большую часть времени я не верю себе, когда я это делаю. И что же делать? Как ее нужно повторять? Должна ли я как-то слиться с этим звуком? Потому что в этот момент я не верю себе. Okay. Простите. So, and how should I chant? So, should I somehow unite with this mantra, with this sound, or what? Because at these moments I don't even trust myself. I don't have what? Trust in myself. I don't trust myself. So, what should I do? How? In what mood should I chant? Should I repeat this mantra?
In the Yoga Sutras, В йога-сутрах it says Говорится. tajapas bhava artadam, that when we chant mantra, что когда мы повторяем мантру, we should think of the meaning of the mantra. мы должны медитировать, думать о смысле мантры. So it depends on the mantra. И это зависит от мантры. But when they're names of God, Но что касается имен Бога, Ishvara Pranidanva, it says that we surrender. это значит, что мы должны We give предаться. ourselves. Мы отдать себя должны. Нужно. Just like the hand, Подобно руке. when the hand is perfect, Когда рука совершенна, it gives itself to the body. она полностью дает себя телу. So when we're Служит. perfect, Итак, мы совершенны. then we give ourselves Когда мы совершенны, мы отдаем себя to something higher than чему-то ourselves. более высокому в нас самих. For example, if you have a partnership, Ну, например, если у вас есть какое-то сотрудничество, higher than what you want которое более, более высоким целям служит, чем ты сам. is what is good for the partnership. И что же хорошо, If you enter a partnership что хорошо в сотрудничестве, когда вы входите в него, and you only want what's good for you, и the only one is good for if you enter a you? partnership, Yes, a marriage, yes. boyfriend, girlfriend, whatever, Yes, yes. Ну, если вы входите в любое партнерство, там and you're only отношения concerned мужчины и женщины, if your highest truth is замужество, what you want, но если вы служите только тому, чего вы хотите, you'll never experience love. никогда не испытаете любви. So a good partnership, Это хорошее партнерство. there's something higher than what you want. Это когда вы преследуете цель выше, чем которую вы сами хотите. It's what's good for the partnership. Это то, что хорошо для этого партнерства, Or для a партнера. family. Или семья, например. Higher than what you want, if it's a good family. Если это хорошая семья, Today there's hardly so many broken families. сегодня так много разводов, Higher than what you want is what's good for the family. а выше того, чего хотите вы, это то, что хорошо для семьи. And community. И общность, Higher than your own interest или общество, то, что выше ваших собственных is интересов, the common interest. это общие интересы. So there's something higher than ourselves. То есть есть что-то более высокое, чем мы. And if you want to experience love, И если вы хотите испытать любовь, and you want to open your heart and хотите открыть devotion, сердце преданностью, you have to give yourself. нужно отдать себя. So we meditate on the mantra. Итак, мы медитируем на мантру, We're praying for service. мы молимся о We're служении, praying to give ourselves. молимся о том, чтобы отдать себя, We're вручить, praying to develop devotion. чтобы развить преданность. And we should listen И нужно слушать to not just the mantra, не просто мантру, but our heart within the mantra. но наше сердце внутри мантры. We should listen to the sincerity of our chanting. Нужно слушать искренность нашего повторения. Okay? Как ты ответил? Okay. We have time for maybe 2 more Может быть, questions. еще даже 2 вопроса мы успеем осветить. Можно? Thank you very much for the lecture. Спасибо большое за лекцию. Thank you very much for the lecture. Может быть, вопрос не совсем к теме, но хотелось бы узнать, вот я всегда думала, что если есть святые в других религиозных традициях, Возможно, вопрос не по теме, но я думал, что если есть святые в других религиозных традициях, то им должно даваться откровение свыше, и они должны все относиться к другим, как бы святым других традиций лояльно. то им должно приходить какое-то откровение свыше, и с помощью которого они должны лояльно относиться ко всем остальным святым других традиций. Но я столкнулась с Может, тем, я буду что... переводить тоже еще раз Да. разные тексты, потому Может что быть, я не длинный запомнил. вопрос. А может быть, maybe short question, right? Short, because she's speaking. I don't know. It's okay? You Sorry. give me what the short question. Okay, okay. What is she? Okay. Yeah, what's her question? She didn't tell yet. She didn't tell. It's like invocation also, only. It's only invocation. Окей, да, я укорочу. Вы укоротите просто. Но я столкнулась с тем, что в православии часто святые, они критикуют других святых. И как к этому С тем, что в относиться? православии святые часто критикуют других. Как к этому относиться? Да, то есть если святые, по идее, у них не должно быть критики. По идее же, если они святые, такого не должно быть. So, as far As as I understand, Yeah. if a person is saintly, if a person, someone, yes, it doesn't matter in which tradition, he receives some knowledge, some understanding from divine, and because of it, he should equally
relate to all other saints, even if they are in different traditions. So, and still, for example, in Christianity, I see that a lot of saints, they criticize others. How does, yeah, not offend, but criticize somehow. So how does it connect? My experience Мой is, опыт в том, что see, mostly I'm in India. Mostly I stay in India. в основном я нахожусь в Индии. And then on my way to India and back India, I stay in Moscow. И на пути в Индию и обратно я останавливаюсь в Москве. Then I'm in New York. Потом я нахожусь какое-то время в Нью-Йорке. And then I have an ashram in South America. И у меня еще ашрам есть в Южной Америке. And the people are very Christian. И там люди очень глубоко христианские. Very Очень. much. Even if they're very progressive Даже если они очень прогрессивные and professional и профессионалы, or high class, высокого уровня положения люди, they're very devotional. они очень преданные. And I find those people, Я нахожу этих людей, they're very receptive они очень открыты to what I'm speaking к about. тому, о чем я говорю. And I don't tell them you have to become like me. Я им не говорю о том, что вы должны стать как я. I like what they're doing. Мне нравится то, что они делают. They're also pious. И они очень благочестивы в том числе. It's like, this is my body, Это, например, вот мое тело. and I like all parts of my Мне body. нравятся все части моего тела. So if you love God, Так если вы любите Бога, you should have respect for everyone. нужно уважать каждого. It doesn't mean that I have faith in my tradition, Это не значит, что если у меня есть вера в моей традиции in the depth of it, и в глубине ее, but I judge by a person's devotion. и я оцениваю, и в глубине ее я оцениваю преданность других. So I think if someone Я думаю, если кто-то has that sectarian view, обладает таким сектантским видением, even if they're saintly, даже если они святые, it will lessen their love. это уменьшит их любовь. That's my opinion. Это мое мнение. Уменьшает. Okay. One more question? Еще вопрос есть? Собственным желанием. В чем следует себе отказать, а какие желания необходимы для поддержания такого тонуса интереса? Как следует относиться к своим желаниям, какие из них необходимы для поддержания своего тонуса интереса, каким потакать, в чем себя ограничивать? How should I, how to be with my own wishes? I mean, wishes, yes. Wish. If I wish something, desires, things. So how to be with my own desires? Which of them should I abandon? Which of them should I somehow keep, like to be in form, you know? And That's why in any spiritual tradition, вот почему в любой духовной традиции we have mentors. у нас есть менторы, наставники. In English, we have an expression, В английском у нас есть выражение. one man's food Чем ты кормишь человека, is another man's poison. для другого яд. So our duties Итак, наша обязанность, are given to us они нам даны according to who we are. в соответствии с тем, кем мы являемся. For one person, Для одного his duty is celibacy. His duty is to become celibate. Его обязанность стать, нести целибат, соблюдать. Another person, his nature is to be married. Природа другого — это быть в браке. If the celibate person, Если вот этот вот человек, который соблюдает целибат, his duty is different. его обязанности, они другие. So we need mentors. Итак, нам нужны наставники. We need to know what are the principles of spirituality, Нам нужно понять, в чем принципы духовности and we need to know their application. и как их применять. There's one story, Есть история одна. and it's called The Cure for All Unhappiness. Она называется «Излечение от всех бед».
And it gives 3 principles. И дается там 3 принципа в ней. Anything that's happening to you, Все, что с вами происходит, it's by the force and will of God. это по милости Бога. We bow our head and we say thank you. Мы склоняемся и говорим спасибо. We respond to that situation Мы отвечаем на эту ситуацию according to the principles of Dharma. в соответствии с принципом Дharмы. That's 2. Это 2. And the third И thing, третье. we take guidance Мы получаем наставление, of the руководство spiritual people от духовных людей, to apply those как principles. применять эти принципы. See, I demonstrate something with both hands, Я что-то показываю обоими руками, but one hand has the mic, so it's но в одной difficult. микрофон, поэтому сложно. So I'll speak loudly without it. Я буду говорить громко без него. Okay, this is the law of karma. Итак, смотрите, закон кармы. This is you. Это вы, This is you in your last life. и это вы в вашей прошлой жизни. You are harming someone, Вы кого-то обижаете, приносите ущерб кому-то. and you're acting selfishly, И ведете себя эгоистично. and it's against your soul, И это направлено против вашей души. because we are consciousness. Поскольку наше сознание, мы Which сознательны, reaches its fulfillment in love. суть его в любви, So this is against your предназначение. happiness. И это против счастья направлено. In Sanskrit, God is called Vishnu. В санскрите Господь переводится как Вишну. Vishnu means Вишну значит God who is all-pervading. тот, кто Everywhere. все проникает, He все sees what you're проникающий. doing, Он видит, что вы делаете. and in the next life И в следующей жизни or a future life, then you become the victim или в будущих жизнях вы станете жертвой of the same thing that was in you. того же, что было в вас. When you were here, Когда вы были здесь, you didn't see it was wrong, вы не думали, что это неправильно. but now you're here, Но теперь вы здесь, and something's happening. и что-то происходит. And what do you say? И что вы говорите? Why is this happening? Почему? Destiny is the Судьба language of God, — это язык Бога. but we can't read it. Но мы не можем его читать. We don't know that Мы language. не знаем этот язык. Therefore, there's sacred Вот texts, почему все священные тексты and there's spiritual mentors, и наставники есть. and when we're in these situations, И когда мы в ситуацию попадаем, why is this happening? почему это происходит? What does this mean? Что это значит? We go to mentors Нужно отправиться к наставникам, спросить who их, have the teachings will explain, которые знают Писание, они смогут объяснить. and they tell you how to respond. И они объяснят вам, как ответить на They это, tell как you относиться к этому. what you should keep, Они скажут, что стоит оставить, what you should give up. что стоит оставить, что стоит сохранить, от чего стоит отказаться. There may be a young man Возможно, есть молодой человек какой-то, who's a monk, монах, but he has a lot of sex desire. но у него полно сексуальных желаний. What should he do? Что ему делать? The mentor may say, Наставник может сказать, you should get married. надо жениться, And there may be another person. а есть другой. And the mentor may say, И наставник может сказать, because of your nature, из-за твоей природы you should remain a monk. оставайся монахом. Different instructions. Разные наставления. We need mentors. Нам нужны наставники. Okay. So I think this is the amount of time that's good for the class. Мне кажется, что этого времени как раз достаточно для того, чтобы Thank закончить. you very much. Спасибо большое. Махарадж сказал, он пригласил вас всех во Вриндаван. И всю лекцию я пытался понять, как он хочет накормить 150 человек в этом саду. Но те, кто поедут с нами в большое ведическое путешествие, обязательно встретятся. Мы очень надеемся, и мы просили уже заранее Махараджа встретить нашу группу. Так что в любом случае мы встретимся. Сможем ли мы все пойти в этот сад, это пока загадка. И вторую вещь, которую я хотел сказать, что для тех... А кто здесь студенты второй ступени? Поднимите руки. Ага, отлично. А есть тут студенты четвертой ступени?
Их меньше. Ага. Отлично, спасибо большое. Так вот, всех вас, и студентов, закончивших 2-ю ступень, и студентов, закончивших 4-ю ступень, мы пригласим в следующем году на новый курс образовательный, который будет называться «Школа Бхакти». И если в 1-м курсе, Большом ведическом практикуме, мы больше рассказывали о наших усилиях. Как помните, Махарадж рассказывал, что йога означает наши усилия, а бхакти-йога означает, что мы будем узнавать о том, как обратиться к тому, кто может ответить на наши усилия. Поэтому вот, собственно, сегодняшний разговор — это был анонс этой самой школы Бхакти, в которой мы вас всех ждем. Давайте еще раз поблагодарим Дханурдхары Свами. Он будет одним из преподавателей в школе Бхакти, он еще не знает об этом, но да. Он пока еще не знает о том, что он один из преподавателей, но это наш давний план. Мы с Дмитрием Калининым, с Олегом Сунцовым давно уже это все продумали, и поэтому сейчас мы спросим у него: Махарадж, вы согласитесь стать одним из преподавателей? Like the mafia? An offer I cannot refuse. Сделайте мне предложение, от которого я не смогу отказаться. Окей. Еще раз спасибо большое. Спасибо большое. И поскольку Махарадж говорил о мантре, то, как я сказал, у меня есть флешки с новым альбомом Ниранджаны Свами. Это большой друг также Дханурдхары Махараджа. И там записана как раз мантра, которую поет человек, который знает, о чем он поет. И эти звуки, они помогут вам. Флешки стоят всего 500 рублей. Вы можете как пожертвовать, они все пойдут Махараджу, естественно. Вот, вы можете просто ко мне отдельно подойти и взять эту замечательную флешку. Итак, все, спасибо огромное. Я надеюсь, это было хорошим вдохновением на вашем пути.